Я сделал видос про то, как соревновалки сосут жопу, и давайте вообще вместо этого все в Quake играть. Мне написали много комментариев, приятных, интересных и требующих сыграть в Finals. Суть того видео оно бы сильно не изменило, однако мне стало очень интересно, что в этой игре такого замечательного и почему эта игра вам так нравится. Они башню снесли нам. Чтобы это выяснить, я буду стараться понять каждый аспект игры. И это будет не высосанный из пальца engagement bait, потому что мне и вправду нравятся финалы. В Finals это стрелялка 3 на 3 на 3 на 3 с классами, с гаджетами и с разрушаемостью. Все. Ух ты, ладно. Окей, я могу все гриферить здесь? Да! Пошел! Да! Бегаете вы по большущей арене, потому что вы центр настоящего шоу. Поэтому на фоне слышно, как подпёздывают комментаторы. И как прилетают пришельцы, если ваша заруба стала слишком скучной. Как тут побеждать и в чем смысл игры? Ща расскажу, дай мне сначала с управлением разобраться. Первые часы дались мне тяжело. Да, будет. Да, будет. Давай, да, блядь, не руинь! Не знаю, почему в наше время так не уважают крутые шутеры, где ты бегаешь как бешеный, потому что здесь мой мужик под документом числится как недвижимость, он слишком медленный. Это ладно, это привыкнем, но я всегда буду ругать этот time to kill. Кому вообще показалась веселая игра, где тебе секунд 5 надо царапать своего врага? Это чувствуется как стрелялка для дядек среднего возраста, у которых голова кружится, если персонаж в игре чуть-чуть быстрее, чем его игрок. Тут оказывается просто надо знать, с чем играть. Поскольку одни оружия гораздо лучше и веселее других, и это не pay to win, оно просто так работает. Тут и классы есть, которые быстро бегают, и пушки, которые быстро убивают. Кстати, про классы. Тут есть классы. Тяжелобулочник, у которого много хп и много урона. Мне игра, походу, медленной казалась, потому что она мне его в обучении выбрала. Середнячок, который для скучных людей. И всем любимый легковесик. Я их называю изичками. Здоровье на одну тычку, огроменный урон и невероятное проворство. О, теперь другое дело. Можно теперь посмотреть на саму игру. Цель основного режима — добежать до хранилища, вскрыть кубик, донести его до банкомата и ни при каких обстоятельствах не позволять другим командам касаться твоего банкомата, пока внутри твой кубик. Иначе теперь это будет их кубик. Мне чем-то это напоминает мини-игру Ship Wars в Майнкрафте. Там надо было тоже нести в свой загон себе овечек, воровать их из других загонов, защищать свой и колотить всех, кто попадется тебе на пути. И как же я рад, что что-то подобное наконец-то доработали в игру. Это имба. Каждый этап раунда чувствуется по-своему и всегда чувствуется круто. Гонка до хранилища, догонялки до банкомата, Tower Defense в попытках обороны, сдачи денег. Или с другой стороны симулятор печенегов, пытаясь все разгромить и украсть наличку. Я бы играл в эту игру, даже если бы в ней существовали только эти дурацкие пушки с 3 секунды ТТК, потому что режим это тащит. Его даже и понимать не пришлось. Еще не помешает упомянуть, что эта игра анти-арена-шутер. Арена-шутер наоборот. Арена-шутер — это когда локация, на которой вы колотите друг друга, очень продуманный, и побеждает там тот, кто умеет вписываться в течение карты. В финалах эта карта к тебе прислушивается, а течение создают игроки, потому что тут все сыпется, и разрушительная сила есть у каждого игрока в лобби. Звучит весело и тупо, но на самом деле это реально создает стратегическую свободу, и у тебя на руках, считай, неисчисляемое множество способов напасть на банкомат. Что из этого банкомат? Так, как мне туда попасть? О, я знаю, как мне туда попасть.
Counter-Strike, кстати, соревновательный шутер тоже, в этом плане очень страдает, потому что есть некоторые карты, которые не очень свободные, поэтому очень часто случается одна и та же история, где защита жопой съела точку, и атака ничего с этим сделать не может. Долго объяснять почему. А вот тут ты можешь свои проходы создавать, чужие закрывать и свободно играть как за атаку, так и за защиту. Но все равно это соревновалка в привычном понимании, которая сосет жопу, потому что какой-то придурок придумал лет 15 назад, что пушки должны иметь разброс, когда ты ими не целишься. Кто решил, что это весело? Кто решил, что разброс у пушек это в целом весело? Когда я играл в легкую версию основного режима, я не понимал, в чем вообще смысл играть за кого-либо, кроме изички. Бьют они больно, а маленькие хп они компенсируют своей сущностью жука. И я играл за разные классы с разными пушками, и меня наконец осенило. А незачем. Каждый класс подразумевает разный плейстайл и помогает команде по-своему. И я много параллелей ловил тут с разными видеоиграми, и взаимоотношения классов мне больше всего напоминают Valorant. Не своей схожестью, но тем, насколько тут, сука, это выполнено лучше. Не знаю, за трушные геройские шутеры, не играл, к сожалению, но в Валоранте каждый класс это как пазл. Всего лишь кусочки большего бизнеса, не представляющие сравнительно никакой пользы самостоятельно. Кому будет помогать помощник убийцы, если убийца побежал дуэлиться, набит и сдох через 7 секунд после начала раунда? А в финале классы являются полноценными игроками, каждый по-своему сильный, а с помощью друг друга так вообще сказка. От меня кидай нахуй прям в рыло мне. Вот так вот. Мне кажется, это немного не то. Ой, я прям... Блять, она прилетела. На, блин. Я наконец переключился на рейтинговую версию режима. И тут я нахер, блин, понял наверняка, зачем играть за кого-либо, кроме изички. Во время гибели можно быстренько менять свой арсенал. И если враг слишком крысюка или слишком агрессивен, под это можно легко подстроиться. В рейтинге нет такой роскоши. Возьмешь какой-то ситуативный гаджет, который так получилось, что за весь матч ты ни разу не пригодился. То ты как ебаная мошка летаешь вокруг всех на протяжении 10 минут и думаешь над своим поведением, и глотаешь, и думаешь. Меч и хук. И именно это может быть мотивом брать немного более скучный, но универсальный класс. Вообще, у классов есть роли. Изичка как мясник, середнячок как саппорт и тяжеловесик как бомбило или как защитник банкоматов. Но в этой игре как раз в этом и сладость. Она не заставляет тебя брать какую-либо конкретную роль и позволяет тебе создать свою. Снайпер, середнячок, саппорт, хэвик, изичка, универсал. Ты можешь приносить команде пользу, играя как хочешь. Тебе не обязательно крафтить роль. Ты можешь скрафтить билд. Глубина стратегии билдов и взаимодействия между классами, конечно, не такая ого-го, как в других играх, но у меня есть запись, как 3 хэвика с миниганами залезли на крышу, и никто не мог им ничего сделать, потому что они хэвики. Потому что их трое. Я без понятия, насколько билды из шортиков полезны, но это шикарная реклама для игры. Смотри, какую тут можно дичь делать. What did you do, bro? What? 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 Ну так почему эта игра вам так нравится? Я ставлю монетку, да, приятный игровой опыт, вне зависимости от твоего любимого вида шутера. Ставлю 3 монетки на сдачу налички. Это самый веселый игровой режим на свете, потому что, блин, не бомба. Не, ну реально, бесконечный потенциал веселых игрушек, и вы выбрали снежки, таскать бомжа на перегонки и самый несбалансированный и душнючий режим на свете. Дэйм. Мне было бы сейчас очень интересно посидеть и прям придумать самому режиму поинтереснее. Но это, блин, концовка. Мне надо закругляться, потому что пока я прочитал этот абзац, видео уже свернули 17% зрителей. Короче, ставлю монетку на разрушаемость. Одна только она сглаживает все углы, делает все странности арены дизайна ее особенностями, а также сравнивает шансы на победу. Есть вещи, которые мне не нравятся, конечно. Субъективно, банкоматы, стоящие в открытом поле. Ну, совсем плохо. Укрыться негде, кругом беда, все горит, стресс-хаус в плохом смысле. Для меня, по крайней мере. Объективно, левел дизайн странный. Не говорю, что он плохой, просто
Одна карта поощряет оружие средней дистанции, поэтому любые другие превращаются в high risk, high reward. Окей, другая карта старается все виды оружия смазать и сбалансировать. Там есть и короткие коридоры для новогодней нарезки, есть крыши для снайперов и уверенных в себе, а есть улочки для скучных людей. Круто, мне нравится эта карта. Третья карта выставлена для дальнобойных оружий. Ну, в смысле, ну просто нет смысла брать там дробовичок или меч. Я не понимаю такого. Вердикт! Играть буду. Еще как буду. Поставить оценку, я мешкаюсь между 8 и 9. Пусть будет 8 из 100. Остальные баллы забрали эти тупорылые оружия. Какая глупая концовка, да? Но в последний момент это видео было спасено. Помнишь, я говорил в начале, что мне и вправду нравятся финалы? Так вот, это правда оказалось. Я пока делал это видео, я 100 часов в The Finals наиграл. Стыдоба. Ну и, короче, я понял все. Дача бесит, когда не целишься, ну ёбаю. Целься. Карта нехорошая попалась. Ну как я теперь мечником буду? Не бери меч под эту карту. А еще я немного неправильно понял классы. Во-первых, выбор класса это не выбор сложности. В хороших руках тащит каждый. Во-вторых, некоторые команды все-таки менее полезны остальных. Например, взяв трипл-изичку, у вас не будет никаких шансов защитить свой банкомат. А еще понимание странных решений игры не обязательно значит, что эти решения мне нравятся. Поэтому оценка остается. А теперь сегмент для сообщества, потому что все остальные к этому моменту уже свернули. На этот раз я с заявлением. Я делал парочку постов на ютубе, намекая на это. Тут скажу напрямую. Я себе тут переехал. Я жил в таком месте. Но благо сейчас я в безопасности. Это значит, что у меня не было возможности притащить с собой все свои безделушки. Поэтому теперь ты можешь напрямую прокачивать крутость этих видео своим покровительством. Как уже сделали эти замечатыши. Гидрес в особенности. Сам бы я ни за что не купил все эти крутые декорации, которые потом использовал в видео. Не, ну реально, думаешь, откуда я взял денег на 120 маркеров, которых реально на самом деле 120, что за дела? Бусти, кофе, спонсорки на ютубе, не Patreon, потому что пошел он в жопу. Да, Patreon, я его все-таки завел. Мои текстурпаки для Майнкрафта, да, вообще не в тему, но по какой-то причине мне за это платят больше, чем кажется. Или просто скинь это видео своим друзьям, это реально поможет. Увидимся через месяц, I guess.